Меня зовут Минасри Абдсамад, я учусь на врача, я иду на 5-м курс уже. Я в Россию приехал учиться из Алжира, я занимаюсь волонтерством. Я думаю, что если я стану как мой отец, он сам будет доволен. А оказалось так, что он сказал: я не хочу, чтобы ты делал как я. Иди со своим путем. Когда я был ребенок, мне очень понравились врачи, которые меня лечили. Они выглядели для меня как Бог. Я знаю, что это очень большое слово, но это было для меня большим примером. Я ходил дома в том же день и просто начал думать, что я тоже хочу стать врачом. Я выбрал Россию, потому что я знал, что я не хотел учиться в Алжире. Я искал что-то другого за рубежом. И в конец у меня возникала возможность учиться в России, и для меня, почему я выбрал именно Россию, за приключения. У меня не было никаких стереотипов о России, кроме того, что мне сказали, что здесь холодно, и действительно было очень холодно. Когда я приехал, я знал только 2 слова. Это «спокойной ночи» и «привет». И все было для меня такой страх, что если случится что-то, я не могу вообще отвечать. И примерно даже если случится какая-то проблема в автобусе, я могу просто сказать «спокойной ночи» и ничего больше, кроме этого. Честно, я не столкнулся в России с расизмом. Бывают такие случаи, когда подходит человек к тебе и не очень вежливо с тобой разговаривает. Я очень мирный человек и думаю, что не нужно все довести до драки, потому что действительно нам этого не нужно. Я думаю, что причина недопонимания. Если бы они друг друга поняли, может быть, и не была бы такой проблемы. И если человек работает на страну, участвует везде, такие волонтерские движения, добрые творит, хорошие, пытается научиться русскому языку, то вряд ли у него будет проблем, потому что не бывает для таких людей проблем. Можно сказать, что волонтерство мне помогло. Я ходил, общался с людьми, это помогло мне в изучении русского языка, в традициях русских. И не только, это мне дало тоже практика в моей специальности. На врача учиться это очень сложно. Бывает, когда у тебя хвосты, пересдачи, очень много лекций, очень много занятий. И я еще понял, что анатомия сложная на французском, еще сложнее на русском. Зато это очень полезно учиться через 2 источников. У меня будут более большие навыки по медицине. У каждого свое место, где он чувствует себя по-другому. И я чувствую себя очень комфортно в операционный блок. Мне нравится, как идет там работа. Мне просто нравится хирургия, как специальность. У меня было очень много практика в отделении хирургии, и там мне все понравилось, как выглядит. Совет для всех студентов – это просто все делать вовремя. Если ты делаешь все вовремя, у тебя все получается точно, и все у тебя будет хорошо. Я увидел, что есть такая возможность интегрироваться. Сами волонтеры-медики начали это делать. Первый город, который начал делать это, Тамбовский государственный университет, Тамбов. Это мне дало возможность просто дальше развиваться в моем направлении, в моем профессии и в сфере волонтерства. И действительно, после того, что я начал работать с волонтером, я понял, что это мое, потому что мне понравилась душа, которая там существовала, и самим людьми, которые работают в такой сфере. Когда видишь человека с жилетом, написано медсопровождение, люди станут более спокойны. Не дай бог, если что-то случится, есть тот, кто поможет. Первый раз, когда я помогал, это был маленький школьник, ребенок. Он упал и поранился. Это был простой ушиб, но было приятно с ним работать, дай 5, потом обрабатывали раны, перебинтовали, и просто смешно было с ним общаться. Волонтерство – это традиция милосердия. Я просто понял это смысл в России.
Меня зовут Иван, я учусь в ТГУ имени Державина на факультете культуры и искусств. Я занимаюсь волонтерством 4 года. Я родился в селе в Рязанской области, и абсолютно все мое детство прошло там. И школа в деревне – это такое единственное развлечение для сельчан. Везде в школьных постановках я принимал самое активное участие. Мне это очень нравилось, помогало как-то самоутвердиться, наверное, среди ровесников. Но связывать свою жизнь вот с этим конкретно, выбрать какую-то профессию с этим связанным, мне в голову не приходило, и я был уверен, что никогда не придет. Уже тогда в школе мне начали прививать какие-то идеалы, там нужно, допустим, идти на адвоката, на юриста, на стоматолога. Вот, и однажды как-то так сложилось в жизни, что я решил, что хватит, наверное, думать о физике, о математике, а нужно заниматься все-таки тем, чем тебе нравится. Вот, и в интернете прям так и забил, какие профессии связаны с культурой, кем работают специалисты Дома культуры. И вышел такое непонятное словосочетание «менеджер социально-культурной деятельности». Боязни никакой не было, потому что я понимал, что, раз с этим связано, значит, пойду учиться туда. В Тамбов я приехал таким, можно сказать, деревенским мальчиком, который смотрит такими большими и впечатленными глазами на все происходящее. Вот уже потом, сейчас общаясь с своими однокурсниками, преподавателями, многие говорили, что они думали, что из меня ничего не выйдет. Сначала у меня был такой девиз: раз приехал, буду учиться, назад пути нет, нужно как-то крутиться, развиваться в этой сфере. Многие из моих однокурсников, когда с ними первый раз общался, они употребляли слово «аниматор». Вот, я не знал, что это такое, даже не представлял, но стыдно было сказать о том, что я этого не знаю. Вот, поэтому пришлось что-то читать в интернете, где-то спрашивать у преподавателей, больше заниматься. Вот, у меня первое мероприятие мое было, когда меня засунули в рословой костюм и сказали: вот, иди. А что делать? Делай как все. Странно было, непонятно, но потом я привык, пропустил это все через себя, и вот сейчас мне уже все равно, что в ростовой костюм, что быть в роли ведущего, роли организатора, абсолютно все равно. И сейчас я пришел к такому мнению, о котором, наверное, не каждый знает. СКД – это универсальная профессия. Это не только аниматор, это не только ты прыгаешь на мероприятиях, ты ведущий, ты тамада, вообще специалист в сфере СКД, он может быть менеджером абсолютно в любой сфере. Так случилось, что в волонтерскую деятельность я пришел не сразу. Я не хотел, наверное, высовываться, что ли, или как-то брать что-то на себя. Но однажды так случилось, что я попал на одно из волонтерских мероприятий, меня просто попросил друг помочь ему, и мне это понравилось. Все закрутилось: поедем туда, поедем сюда, давай поможем здесь. Все мои родные первое время к этому относились так настороженно, очень переживали за то, как я буду учиться. А бабушка сейчас очень сильно переживает. Так случилось, что у меня с детства очень такой тесный с ней контакт. Он говорит мне: на кой тебе это волонтерство сдалось, учиться не успеваешь, сессия, отчислят. Я говорю: спокойно, все будет хорошо, у меня все под контролем. Но нет каких-то четких правил, кому должен помогать волонтер. Это зов сердца. История в Уварово, мы как-то ездили, вот, там живут, естественно, пенсионеры. И когда ты к ним приезжаешь, и они радуются тебе абсолютно как дети, смотрят на тебя как первоклашки. И вот это чувство, когда ты что-то делаешь для них, чтобы скрасить их старость, это непередаваемое чувство. Ты реально понимаешь, что ты для них отдушина. Допустим, например, они очень часто просят, чтобы им помогли разобраться с компьютером, с телефоном, как интернетом пользоваться. Волонтерство – это прежде всего добрые дела. И если ты хочешь этим заниматься, то ты можешь это делать и один. Не знаю, есть ли бумеранг добра или нет. Наверное, в силу того, что я еще молод, я не могу полностью ответить на этот вопрос. Наверное, я все-таки склонен верить в то, что он есть.